кого же защищают права человека? Так получается, что чаще всего о них вспоминают, когда говорят о каких-то отдельных группах, которые подвергаются преследованиям или дискриминации, когда говорят о меньшинствах. И из этого возникает иллюзия, что права человека защищают не всех, а только вот эти самые группы. Но это не совсем так. Если обратиться снова к человеческой истории, то можно увидеть, что преследуемыми группами по разным причинам в разное время оказывались самые разные меньшинства. Иногда совершенно неожиданные и экзотичные. Например, в Камбодже при режиме красных khmerов такими преследуемыми группами оказались, допустим, горожане, которых начали насильственно выселять в деревни, или интеллигенты, в том числе люди в очках, которые априори считались интеллигентами. А в первые годы советской власти под преследование попали, например, юристы, получившие образование свое еще в Российской империи, судьи, адвокаты, или, например, люди, которые жили в отдельной личной квартире. Здесь можно вспомнить роман Булгакова «Собачье сердце». По каким-то соображениям могут начать преследовать именно эту группу по тому признаку, который ее объединяет. Эти исторические примеры говорят нам о том, что ни одна группа не может быть уверена в том, что рано или поздно она не окажется вот этим самым преследуемым меньшинством. Потому что власти в какой-то момент могут решить, что именно тот признак, который объединяет эту группу, должен стать основанием для преследования или дискриминации. Права человека, защищая меньшинство от власти большинства, которое часто получает закрепление, в том числе в форме закона, тем самым защищают любого отдельного человека, потому что каждый отдельный человек обладает неповторимым набором признаков и характеристик и принадлежит к достаточно большому количеству разных групп. И любая из этих групп в какой-то момент может оказаться объектом преследования. Это дает нам возможность говорить о том, что каждый отдельный человек и является тем самым малочисленным меньшинством. Даже если посмотреть на происхождение слова «индивидуум», в переводе с латыни оно означает «неделимый». Это и есть то минимальное неделимое меньшинство, которое всегда может оказаться в конфликте с большинством. Поэтому права человека, защищая меньшинство, защищают каждого отдельного человека, даже если он не осознает и не чувствует своей принадлежности к какому-либо меньшинству сейчас, но может оказаться в этой ситуации в любой другой момент.